что, поедем, покатаю вас чуть-чуть. Да, пацаны? Веревочку так отмерил, чтобы не выскочили, не задавились. Посмотрим, как они у нас по лесу. Прогуляюсь с ними. В общем, не стал я технику насиловать, плохо идет. Буранка протоптана, переломка валится. Колесо, которое на буранке, как бы нормально идет, а стороной идешь, проваливаешься. Ну, короче, не езда. Вот так прыгаешь туда-сюда. Пойду пешком прогуляюсь с собачками. Ну что, как вы тут себя чувствуете? А? Пойдемте погуляем. Вот они, два комочка счастья. Сколько же вас в моей жизни было таких с малых лет. А вот сейчас стали только отбегать. Сейчас шли, боялись. Ко мне не привыкли еще. Злата обогнала нас. Только мир познают. Ну чё вы, идите нюхтите. 3 косульки вот тут соскочили с сопки. Здесь паслись. Златка угнала их туда. Сейчас с щенками чуть-чуть пройду по следу, чтобы немного запах запоминали. Вот, друзья, смотрите, очередная наледь. И природа ее появления совершенно мне неизвестна. Здесь нет ни ручьев, ни речек. Вот просто вот за все года, что мы здесь, я первый раз наблюдаю вот в данном месте наледь. Давит просто вот из подсобки. Какие-то подземные воды или что это, я черт его знает. Кто-то пытается как-то невнятно объяснить, но истины нет в этих объяснениях. Просто вот у нас вся тайга вот так. Захотела, вылезла где-то. Это не всегда там, как многие пишут, вот надо ключ прокопать глубже. Давит она вообще в хаотичных местах. Иностранное слово такое, рандомных. Вот такая картина. И вот она далеко-далеко туда идет. И ничего с этим не поделаешь. Приходится как-то мириться или приспосабливаться. Ну, из-за того, что она появляется где захочет, приспособиться проблематично. Дошли мы до нашего поля овсяного. В этом году его полностью засадим. Как можно больше. Ну, еще поищем, где можно высадить овес. Ну, еще я вот установил фотоловушку.
на дороге, на овся нам сейчас нету смысла ставить. А дорога вот вся потоптана. Сейчас подходил сюда опять, косули паслись там в распадке. Злата убежала. Я ее как бы закрывал в доме, видать, зашли, может, дрова подкинуть. Она выскочила, меня нашла. Хотел просто со щенками погулять. Идите сюда. Что там роете? А щенки убежали. Я коптер стал запускать. Они испугались, убежали, видать, туда, на переломку. Коптер там бросил по дороге. Неисправность какая-то в нем. Я на рыбалке был, когда в прошлый раз на ветке его посадил. Причем одно одиноко стоящее дерево было. Я что-то увлекся, расслабился. Ну, поля, думаю, что там. Ну и садил его уже через монитор, смотрел. Обычно-то так визуально его наблюдаю и приземляю. А тут что-то расслабился. Винты сломал. Винты дома поменял. А сейчас запустил. Картинка такая, вся трясется что-то. Не знаю, там ошибку какую-то выдает. Надо, наверное, в ремонт отправлять. Может, шлейф, может, еще что-то повредил. Подвес камеры посмотрел, вроде целый. Не знаю. Пойдемте. Следочки попадаются. Косуля в основном. И еще следы были. Я думал, волки. А потом ближе сюда дошел по этой дороге, смотрю, человеческий след. Ну такой, я не знаю, подтаявший. Какой-то охотник с собаками был. Ну, чтоб сюда добраться, это дофига делов. Далеко здесь. До деревень ближайших, не знаю, как он сюда добрался. Ну и смысл, как бы, даже если добыть тут что-то, выносить десятки километров. Пока загадка. Сейчас пройду по той дороге, еще посмотрю, откуда он вышел. Ну так, ради интереса. Дорога таежная, здесь много лет никто не ездит. Только мы на переломке, на снегоходе. Все. Ой, вкусно. Ой, вкусно как. Скажи, нафиг бегать куда-то, да? Можно с папкой тут поторчать. У него вон какой большой кусок сала есть. О, рябчик идет. Ну, в общем, прошли мы порядка, наверное, 3 километров от поля нашего. Но следов свежих не было. С большей вероятностью весь зверь на сопках, на макушках прям. На солнцепёках греется. Солнечные ванны получает. Принимает, точнее. Хорошо им.
Блин, жалко, что коптер не работает. Сейчас бы мы подглядывали за ними. Ну все, прогулялись. Сейчас фотоловушку на обратном пути еще одну поставлю. И все. Щенков надо еще найти. Они там около переломки, скорее всего. Ну ладно, сейчас чай попью. Да поеду. Ну все. Мы когда первый год приехали сюда место искать для пасеки, уже поняли, что надо будет переезжать. И вот здесь весной было все поднято кабаном. Вот здесь все перерыто. И потом еще на следующий год также. Потом меньше, а потом кабан вымер. Сейчас кабани следы потихоньку появляются. Вот ехал, попадались. Ну и так мужики рассказывают, встречают следочки. В следующий раз, если приеду, повезет, может быть, кто-то попадет в кадр. Ну а так и зюбряк, косуля. Ну медведь по-любому попадут. По дороге здесь они шарятся. Интересно, эти два хламона на переломке или убежали на пасеку. Так-то вот иду, следы их есть в обратную сторону. Интересно, сообразили, нет, что можно убежать на пасеку. Вон переломка, не видать их. Сейчас по следам посмотрю. Не, нету их, друзья. Нету. Убежали, наверное, домой. Не охраняют переломку. Ладно. Прибежали сами. Бросили меня. Но это все равно хорошо, что они сами такие, ну, могут путь найти домой. Так, Викторович на рыбалку сходил у нас. Сейчас будет сама жарить.
Так вот у нас сегодня в меню сом. Да не, это нам прислали. Саня, спасибо. Будем сама есть сегодня. Мохнатая банда. Как только выйдешь, все, пираньи тут. Только что их выпустили с вольеров. Никому проходу не дают. Сразу рэкет ставят всех колом. Вот это особенно банды цыганов вот этих. Да, про вас не забыл. Бежали вчера от папки. Я к чаю этот раз мало взял. Вот сейчас в телеге посидел, спросил рецепт булочек. Чуть-чуть там подсказали. Потом подсмотрел еще рецепт в интернете. Кое-как вышел в интернет, связь плохая. Ну, что-то первый раз в жизни вообще их делал. Пойду сейчас в духовку засуну и посмотрим, что получится с этого. Придется все съесть. Время у нас без 5:12. Ну, тоже будем завтра, наверное, этим питаться. Духовка еще у нас не нагрелась. 100 градусов. Ну, что-то держать я не хочу на воздухе. Мне почему-то кажется, что она подсохнет. Блин, не так. Тесто подсохнет и потом не поднимется. Пусть лучше в духовке поднимается. Так, придется нам вот это хозяйство есть. Что-то с регулировкой духовки. Это, во-первых. А во-вторых, по рецептуре у меня какие-то проблемы произошли. Там был термин такой: даем булочкам расстояться. Я не понял, что это такое. Но я думал, расстояться — это значит, чтобы они, ну, как-то форму приняли здесь, в противне. Ну, перестали там падать как-то. Ну, в общем, устойчивую форму приняли. Ну, все, они расстоялись. Я их в духовку засунул. Было 100 градусов. Поддувало, чуть открыл. Раз уже смотрю 200. Пока перевернул. Но у меня еще одна половинка есть. Вот. А расстояться — это получается, чтобы они немного постояли и это поднялись. Ну ладно. Это или мы съедим, или щенки. Не, ну так-то на мяг... Не, ну съедим. Или щенки съедят. Вторая партия. Духовка у нас, конечно, лютая. Крутил я сколько, раза 3, наверное, их. Вот этот левый край пригорает. Да нормально съедим. Ирина Александровна сказала, надо фольгу привезти и накрывать вот так сверху, и будет хорошо пропекаться. Все, пойдет. Для таежной кухни пойдет. Первый раз делал. Булочки. Какие-то есть, если... А как советовать? Вы же не знаете, как я делал, правильно? Рецепт там вообще не сложно. Ну, может быть, какой-то простой рецептик посоветуете. А нас все устраивает. Да, Златонька? Злату причем давно. Все, я это оставляю на завтра. Завтра будем завтракать.
О как. Сейчас уже все, смотрите. Доброе утро, друзья. У нас, наверное, третий день уже идет небольшой снег, пасмурно. И тепло, к сожалению. По этой причине не могу выехать домой. Дорога мягкая, машина может валиться. Но есть такая вероятность. Хотя на ободрышах могу попытаться выехать, но не хочу экспериментов. Поэтому нужен мороз. А у нас ночью даже где-то -4, -3. Мороза нет. Хотя бы -10. Тогда можно смело выезжать утром. Так. Нужно чем-то себя занять. Поедем, попробуем поискать ручейники для рыбалки, для следующей. С лягушками не задалось. Хотя бы ручейники пособирать. Будем пить чай. Булочки наши греются. Вот, пожалуйста. Сейчас попробуем. Толян говорит, ништяк, вкусно, питательно. Вкусное, но я вчера попробовал тоже. Ну, надо еще это, руку набить, чтобы они поднимались, попышнее были, помягче, что ли. Приехали мы в очередной раз за наживкой. Жека тут вчера нашел майну какую-то, собирал ручейники. Ну, мы попробуем это, порыбачить. Он говорит, есть глубина небольшая. Вдруг что-нибудь клюнется. Взяли с собой 2 удочки. Вот уже пешня уходит. Вот они, ручейники наши. Течение один кинем. Вон они, ручейники, пачка прям на камне. Жека пешней перевернул. Я не знаю, видно их, нет или бликует. Вот они под камнями прячутся. Вот ручейнички. Короче, Жеке понравился камень. Я говорю, сейчас намокнешь весь. Не, сейчас, говорит, достану. А там джекпот на камне. Все, выловил. Стороны. Ну, нормально тут. А у нас в деревне в Блуче, получается, литр 2000 сейчас стоит. Ручейников. Это мало того, что он стоит, так его еще и, их еще и не найдешь. Вы посмотрите, какая кормовая база. Ну, если видно, я не знаю, видно, нет на камеру. Уже
оба мокрые. Я на одну ногу, Жека на две. Ты две ноги промочил? Одну. Я тоже тут провалился. Блин, ну сколько ручейников, а много. А удочка не клюет. О, лягушка! Жека, лягушка! Иди, сука, а как тебя поймать? Жека лягушку увидел! Ну она прям, быстро пробежала, проплыла. Ебалась. Ну, Вот сука. вообще хорошая такая, ловчая. Ну, на которой рыбачим, прям не больше, не меньше. Маленькая, ну. Слушай, а как ее поймать? Я вот сейчас ворочил, она смути такая. Жух, жух, жух такая, 3 прыжка, ну, под водой и туда, под тебя. Слушай, а как ее поймать-то, вот если она вот так носится? Вот отсюда, из-под меня. Где-то под берегом, блядь. Не там мы, значит, ищем, Жека. Камень перевернул, пока муть шла. Разглядывал, смотрю, джунь, джунь, джунь. Сначала среди мути подумал рыбка. Но смотрю, лягушка такая красноватая, такая четкая прям, красивая. Ловчая. Вот тут вот под камушком. Шмык-шмык-шмык такая туда. Ее, наверное, и с очком-то так не по... Она вообще это... Они же должны сейчас типа в дреме в таком, в спячке. Но это нифига не в спячке была. Это была в активном поиске. Камушки оставим тут. Солнышком будет припекать. Быстро все растает. Лягушка активная, говоришь, да? Ага. Той ракеткой, что мы соорудили, наверное, такую хер поймаешь в воде. Желтенький. Ну, Хороший. туда не кидай. Он это, без домика пропадет. И будет вонять. Их иногда за пазухой таскаешь на второй-третий день, там такой дуст от них идет. И от тебя тоже. Это, видать, из-за неправильного хранения. Сейчас мы их придем, принесем, в ручей поставим в банке. И надолго храниться будут. Ну все, закончилась у нас рыбалка на ручейников. Насобирали вон. Думаю, хватит. Нам они нужны, чтобы чуть-чуть это живца половить. Если поедем на рыбалку, живца поймаем и на поставушке. Ну так, харюс там пожарить, если. Да хотя никто не будет его там жарить на речке, на зимней. Маленькие какие-то рыбки вот такие, я даже не знаю, что это за модель такая. Разглядывал, между камней такие. Типа ротанов, что ли.
маленькие ротанчики. Жека там порыбачил, что-то нифига не клюет. Поедем домой. Поедем домой. Вроде как хватает нам. Вот лягушку бы ту поймать, ловчую. Она такая швыдкая была прям. Но не судьба ей в путешествие отправиться с нами на речки далекие. Пусть живет здесь у нас на Дичуне. Так, друзья, я когда сюда ехал, говорил, что у нас будет выезд этот в формате общения такого. Так вот, нужны ваши небольшие советы, ну, не глобальные там, да, скажем так. Вот в этом месте, вот на этой локации, так модно говорить, у нас будет летняя кухня. Оттуда мы будем переносить все это хозяйство. Все это будет у нас здесь. Будет крыша. И хотим установить кирпичную печь для того, чтобы варить собакам там чай. Ну и себе еду на костре. Чтобы не задействовать газовую плитку и не расходовать лишний раз газ. Она будет без зольника. Ну, просто топка и все. С возможностью, скорее всего, перекрывать шибер, да, ну, заслонку, чтобы когда прогорит основная масса дров, чтобы были угли, и можно было что-то в этой топке спечь. Может быть, какие-то есть варианты печей у вас в хозяйстве, на пасеках. Знаю, нас смотрят такие же, как мы, ребята, только не снимают видео для широкой аудитории. Буду рад, если поделитесь своими конструкциями. В телеге скидывайте, пожалуйста, если вас не затруднит. Это все мы отсюда уберем, дрова, все перенесем. Да, они стопятся к тому моменту, когда мы будем тут что-то строить. Вот, еще в планах была постройка качелей. Такие, знаете, брутальные качели с больших бревен. Думал их установить вот на этом пригорке. Вот тут. Думаю, они будут как раз к месту. Ну, на цепях такие, знаете, большие. Так, что у нас еще по плану? Каких-то грандиозных построек у нас в этом сезоне не запланировано. Это, во-первых. Во-вторых, большой расход стройматериала. Доски мы в этот раз не завезли. Да и не получилось их приобрести. Вот. Я купил станину такую на пилу, чтобы можно было самим здесь доски делать. Ну, в таком бытовом, не знаю, в бытовых потребностях, чтобы они у нас были. Не на продажу, конечно. Так, и вот самый главный виновник. В прошлом видео, когда я здесь был, было очень много гневных комментариев, связанных с покупкой. И, ну, в целом, то, что у нас появился трактор здесь, на участке. Давайте я отойду, стоп. Я, вы знаете, вообще в целом не понимаю, почему, ну, люди высказываются таким образом, что оскорбляют, принижают, выставляют нас какими-то кретинами, идиотами. Это не касается большинства, ну, адекватных, здравомыслящих людей, но иногда это просто за рамки выходит.
Вы знаете, мы приобрели этот трактор не за какие-то деньги, мы не проводили ни сбор, ни донаты, ничего. Сам заработал деньги, сам их потратил, я их не прожрал, не прогулял, не прокутил, вот. Заработал сам своими руками. Почему я не могу потратить на то, что, я сам решил там, да, то, что посчитал нужным. Вы знаете, у многих сотовые телефоны стоят дороже, чем этот трактор. Но тем не менее, вы же ими пользуетесь. Они функцию бы вам свою приносили, то есть они бы свою функцию несли даже стоимостью там 20 тысяч рублей, но вы покупаете за 200 тысяч рублей телефоны, которые вам нафиг не нужны. Вы просто вдумайтесь, ладно, вы были бы какими-то блогерами, для которых был бы важен контент, красивая картинка, производительность телефона. Одежда у вас многих дороже стоит. Он 170 тысяч стоит, этот трактор. Вот в прошлый раз я приехал, вылетела всего лишь одна ручка переключения передач. Так там развалюха и не едет, и то и сё. Это двухцилиндровый трактор. Вы от него хотите, чтобы я выходил на Формулу-1 или ралли Париж-Дакар и как-то был конкурентоспособным там? Конечно, этого не будет. Но так же нельзя. Или у вас дома какие-то неполадки, или в жизни вообще в целом вы начинаете свою злость вымещать на совершенно незнакомых людях. Ну это низко, блин. Вот не едет. Я 4 раза привез дрова. Одна его ходка. Это 2 снегохода. То есть 2 раза на снегоходе съездить. Так или он соляру нюхает, или снегоход сколько жрет соляру, бензин двухтактный. Кто знает, тот знает, сколько, какая прожорливость у двухтактного двигателя на снегоходе. Да и вообще снегоход, он для этого не создан, чтобы раз за разом ездить за дровами, возить этот груз тяжелый. Вот посчитали нужным, взяли этот трактор. Я думаю, ничего там страшного нет. Еще были вопросы, почему не приобрели 40-ку. Да, я не против. 40-ка хороший трактор. Прекрасный. По проходимости он великолепен. Я и до этого, и в телеге мы с ребятами обсуждали. 40-ка отличный трактор. Мне кажется, по проходимости это один из сильнейших тракторов вообще, которые вообще в колесной технике. 66-я даже там рядом не стояла по проходимости. Но существенный недостаток в том, что надо возить хлыстами, да. На навеску вешать, вести хлыстами. Здесь это все пилить. Но это не совсем удобно. Тут есть кузов. Мы можем песка привезти, там, я не знаю, как камней с речки. Это универсальный помощник для такого хозяйства. А 40-ка, что 40-ка? Дрова возить. Привезли вы дрова, все, и лето он стоит. Как его задействовать-то летом, собственно? Для лета есть, пожалуйста, переломка. Техники вообще, я говорю, валом. Это же хорошо, и вся техника рабочая. Почему там рукожопы там или ой, да идиоты там, хозяин бывший в ладоши хлопает то, что он вам его продал. Тут следующий комментарий. Ой, хозяин бывший слезами горючими обливается, что таким рукожопом продал. Это я еще не говорю комментарий, который в папке с матами, которые не прошли фильтр Ютуба. Ютуб там искусственный интеллект, и он отделяет крайне негативные комментарии и закидывает их в соответствующую папку. Гидравлику я сейчас привез, залил уровень. Не было уровня гидравлического масла. Сейчас трактор завел, не прогревал ничего, он завелся на улице. -1. Сейчас проверю кузов, как поднимает, не поднимает. Кузов не поднимает. Да все, ни кузов не поднимает. У тебя руки из какого места? Ты не можешь с кузова выкинуть несколько чурок.
Да что за бред вообще? Ну не поднимает кузов, ну подними задницу свою, залезь в кузов там, скинь эти дрова. В чем проблема-то? Я вообще не понимаю. Люди настолько какие-то стали... Везде какие-то сложности видят. Везде абсолютно. С какой-то мелочи там такую, блин, раздуют. Вот стекол нет. Да ё-моё, все, продует тебя, бедолагу. Все, ты заболеешь, умрешь, блин. Я сколько тракторов не видел по тайге. Для них, если какой-то кусочек окна там есть, да это, блин, роскошь вообще, можно сказать. Так, ладно, сейчас я выгоню что-то. Ну, мне надо было сказать, потому что многие люди в черном списке, конечно. Если вы высказываете свое мнение, ну, там, старайтесь как-то аргументированно это делать. Не переходить на личности, на оскорбления. Ну, мы взрослые люди, ну, в конце концов. Как? Ко мне же на улице никто не подойдет и таким, ну, в таком тоне не будет со мной разговаривать, правильно? Там, оскорблять там или еще что-то. Это же чревато последствиями. Ну, а интернет все стерпит. Ну, я просто говорю, что это только ничтожества конченые могут так себя вести. Которые чувствуют расстояние и понимают, ну, осознают свою безнаказанность. Просто ничтожество. А порядочным людям, хорошим, добрым, мы всегда рады. Которых у нас большинство среди зрителей. Ну все, спасибо. Хороший тракторок. Хороший тракторок, друзья. Прослужит он еще верой и правдой больше, чем телефоны многие и сумки женские. Он уже пережил 1000 телефонов. А в хозяйстве он пригодится. Как ни крути. Еще, друзья, у нас в планах, не знаю, как получится, нет, банный чан установить. Вот где-то вот в этом месте. Или вот здесь. Не знаю, как лучше будет. Ну, как бы место найдем. Только вот где воду брать. Я вот посмотрел, у нас в Облучье там ребята Абиссинскую или как скважину, я, может быть, как-то неправильно озвучил. Абиссинская скважина. Забивная такая, знаете, бабкой там долбят. Будет она у нас работать, не будет, сможем мы до воды добраться. В принципе, тут везде вода. Вон, наледь везде давит. Везде. А вот как добраться до нее и какой грунт, там вроде 1-я, 2-я степень сложности. Но у нас камушки попадаются, нет. Сможем, нет. Или деньги на ветер выкинем с этой скважины. А так ее бы где-то тут вот продолбить, и в баню вода, насос
включил, накачал, насос убрал в тепло. Не нужен когда. Также и чан накачал. Ну это как бы вот мысли такие. Поделитесь тоже опытом, у кого есть. По поводу светильников. 3 дня пасмурно, толком не светит. Часа 2 светят. Ну, это неудивительно. Но в телеге многие ребята пишут, что у них есть такие, вот точно такие есть светильники. И у кого-то даже 4 года, круглый год работают. Ну, посмотрим. Не такие уж это и великие деньги, чтобы можно было о них жалеть. Да? Мам, тихо, хорошо. Так, что у нас тут сегодня? Сегодня будет спагетти Ага. с тушеночкой. Ой, прекрасно. С говядиной, да? И вот такой салатик. Ага, все отлично. Ингредиенты С у нас чесночком. все были. Булочки мы вроде съели, или тут чуть-чуть осталось? А, нету? Вот. А, тут есть. Садись, пей чай. А вообще очень хочется еще какую-нибудь избушку построить. Такую красивую. Чтобы комли торчали, знаете, ну, с торцов. Чтобы она так смотрелась по-таежному. Только пока не придумал назначение этой избушки. А так хочется. Че, Викторович, пропажа нашлась? Ну а что, доставай ее, надо ее куда-нибудь примерить. Дал понюхать. Рысь? Платину. Такая чика. Что, возбудилась? Ну, Она уже черт знает сколько там у Сани висела дома. А потом, говорит, мошки какие-то завелись. Это, выкинуть хотела. Я говорю, давай я заберу. Что выкидывать добро, да? да. На стенку куда-нибудь прилепите. Вот что, Толян, какие-то дрова вчера закинул. Вообще нет. Вчера чистенькое стеклышко было, отмыл и все. Я зашел, тут просто под самый потолок дров было. Да, он в И кухне. прикинь, они как разгорелись, потом ужас. На ночь как накочегарит. Наверху сам знаешь, как спать. Я вот не знаю, вот, что-то она ни в какую не оттирается. Ну, сажей попробуем. Что-то не ловит, да, интернет, нифига. Это долго, ну вот пасмурная погода Ну. и все, и труба. Вот взяла, оттерла, понял. Угу. А средства это нифига. Короче, зола для самых сильных загрязнений. Часы. Вот это да. Здоровенная капец.
Огромная прям была рысь. Все, сейчас мы ее куда-нибудь Кисточки. повесим. Надо придумать только. В общем, насыпало с этой рыси жуков каких-то. Можно было ручейники не собирать, а просто рысь развернуть. Мы ее, наверное, внутри не будем держать. Пусть она где-нибудь на улице. Что-то правда с нее сыпется. Жучки какие-то. Она и облазит все. Не. Короче, ненадолго ее. Столько ночей провела, чужие губы тебе ласкают. Чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая. Опа. Ты моя девочка. Че ты? К папке в гости? В гости к папке, да? Ну, пошли. Пошли. Иди. Иди, моя красавица. Шкурка тебе рыси, да, понравилась? Сейчас сухих еще занесем. Тю, моя хорошая. Сейчас прогреем избушку. А потом ночью спать будем крепко. Я решил компот сделать в духовке. Запах такой, сейчас заходишь, прям фруктами, сухофруктами, компотом. Вкусно. Хочу газ тратить. Духовку открыл, сейчас было 200 градусов аж. Тепло, хорошо. Завтра домой поеду. Минус 9 вроде как утром будет. Должен проехать. Мы 2 кобельков вывозим. К новым хозяевам поедут. Напуганы. Точно кобели? Да. Че, путешествовать поедем с вами? Думаю о тебе, о посадке до полета, что несут они на хвосте. Эти два самолета, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте лечу, чтобы спорт проиграть дважды. Слово правды, все остальное чушь. Я поверил тебе однажды. Я с тобой спорить не хочу, но беззвучный режим полета. Хочешь, я завтра же прилечу, только
друзья, вырвался я на связь. Доехал нормально. Наледи были, но мне на руку сыграло вот этот снег, то, что выпал. Он мокрый, тяжелый, покрыл лед, и я не соскальзывал практически. Проехал спокойно, даже не стал там снимать что-то, останавливаться. Старушка не подвела, как всегда. Она молодец у нас. С виду неказистая, обшарпанная немного, поцарапанная, но свое дело она знает. Да, и мы тоже как бы привыкли уже. Сейчас до трассы доеду, почищу колеса, и все, и до базы. Снегу нормально навалило. У нас там еще не так сильно около пасеки. 20 километров отъехал. Уже значительный снежный покров такой. Ну и снег тяжелый, как я сказал, мокрый. Машина тяжело идет. Валился там местами. Ну доехал за 3 часа 40 минут доехал. Нормально. Это хороший результат. С учетом того, что останавливался, щенков проверял там. Так, ну ладно. Следующее включение, я надеюсь, мы будем на рыбалке с Владом. Все-таки хочется нам поймать трофейную рыбу. Поедем мы все-таки еще раз, испытаем свою удачу. Может быть, нам повезет. Ручейников набрал для наживки. Ну, для живцов. Поймаем живцов. Это так по плану у нас. В теории. А как на практике, покажет время. Ладно, берегите себя и близких. Всего доброго, друзья.